Привет, друзья, с вами Михалыч, а в этом видео я расскажу вам, как быстро и легко установить забор из сетки. Например, мы на мой забор длиной в 140 погонных метров закрепили сетку всего за один день. В этом видео я подробно расскажу о нюансах и тонкостях установки забора из сетки рабицы. И в первую очередь, что нужно знать о сетке. Она бывает разной высоты, в моем случае это 1,80 м. Также она бывает различной толщины сечения проволоки от 1 мм до 2 В основном самая ходовая сетка это 1,6-1,8 мм. Также бывает различная ячейка на сетке. Чем ячейка меньше, тем проволоки на изготовление сетки уходит больше, соответственно и цена ее дороже. Но самое главное, что стоит знать, что стандартная длина рулона сетки рабица составляет 10 погонных метров. В моем случае на мой участок ушло 14 рулонов. Первую работу, которую я проделывал, это была установка столбов. Столбы я бетонировал по своей технологии, который забетонирован на века, не поклонится и его не выдавит. Подробное видео я уже выпускал у себя на канале. В правом верхнем углу в подсказках можете его посмотреть. Использовал я трубу 40 на 40 2-миллиметровую. Трубы резал пополам, они шли 6-метровые. Получился профиль 3-метровый. На метр я заглублял их в землю. И 2 метра оставалось сверху. Так как сетка 1,80 м, то столбы выше сетки у меня торчали на 20 сантиметров. Столбы были прогрунтованы и окрашены. А сверху установлены заглушки, чтобы вода в профильную трубу не попадала. И зимой при морозах, чтобы столбы не поразрывало. Все они выставлены идеально по уровню и на расстоянии 3 метра друг от друга. Это максимальная длина, ближе поставить можно, но дальше нежелательно, так как сетка между столбами будет провисать, даже если вы потом протянете трос либо же проволоку. И первое, что нужно сделать, это раскатать рулоны и подровнять их, потому что рулоны с сеткой при транспортировке могут немного деформироваться, а именно у них выкручивается проволока либо вверх, либо вниз. А также в основном внизу и вверху сетка не обжата, что кстати и приводит к выкручиванию проволоки, и тогда забор будет неравномерный. Для этого мы берем пассатижи и обжимаем всю сетку, как сверху, так и снизу. А вот что я имел в виду, что сетка при транспортировке может выкрутиться. Посмотрите, на одно звено она поднялась вверх. Это не значит, что вам продали бракованную сетку, она короче немножко. Нет, ее просто нужно каждое звено вот таким вот движением прокрутить и вернуть обратно вниз. Так она будет и сверху ровная, и снизу. Вот для того, чтобы на одно звено опустить вниз, мы крутим против часовой стрелки. А если вам наоборот нужно поднять звено вверх, то крутим по часовой стрелке. На это, кстати, уходит основная часть времени. Но если вы хотите, чтобы забор был крепкий и красивый визуально, то над этим следует заморочиться. Следующий этап – это соединение сетки между собой. В каждом рулоне сетки, когда вы их разматываете, будет одна изогнутая проволочка. Не переживайте, это не брак и не случайно вам попало, она специально нужна для того, чтобы соединить два рулона сетки между собой. Если производитель вашей сетки такой проволокой рулон не комплектует, то с легкостью можно вытащить одну крайнюю проволоку и соединить ей обе сетки. Здесь также есть нюанс. Например, если сетки растянуть по земле и соединять их вместе, то вес сетки увеличится и вы не сможете ее притащить, даже соединив два рулона, это получится 20 метров, чтобы закрепить их на столбы. Поэтому лучше всего сетку разматывать и порулонно крепить к столбам, а затем к краю сетки подносить следующий размотанный рулон и пропускать сверху проволоку, тем самым соединяя крайние звенья левой и правой сетки. Самостоятельно сделать это нереально, нужен второй помощник. Он руками в натяжку должен держать две сетки максимально близко друг к другу, а второй человек пропускает проволочку в звенья. Таким образом дело идет очень быстро. Затем, когда сетку соединили, нужно ее закрепить к столбам. Я ее крепил при помощи обычных кровельных саморезов. Но в этом была моя ошибка. Мне показалось, что данное крепление очень крепкое. Тем более я натягивал по максимуму сетку, перед ней ставил саморез, затягивал и получилась хорошая натяжка и достаточно крепкое крепление. Но за зиму резинки на данных саморезах усохлись и в некоторых местах сетка повылетала. Поэтому я принял решение закрепить сетку на вот такие самодельные крепежи. Я их изготовил из металлических хомутов, которые продаются на рынке или в строительных супермаркетах. Подробное видео о том, как крепко и навсегда закрепить сетку, я также уже выпускал и оставлю ссылку в правом верхнем углу.
чтобы вы могли все подробно и наглядно посмотреть. Ну вот, обратите внимание, место стыка сетки, ничего не видно, все идеально ровно. И вот таким образом рулон за рулоном мы раскручивали, подравнивали, прикручивали к столбам, затем соединяли и дальше крепили на саморезы. На все про все, как я и говорил, ушел один день. И также, как я вам говорил, что на таком расстоянии между столбами сетка держится ровно, без провисаний, даже без протянутой проволоки, либо троса. Ну а с ним она вообще будет как струна. Поэтому, друзья, кому информация с данного видео была полезна, обязательно поставьте лайк. Не забудьте посетить мой канал, там очень много полезной и интересной информации. На этом у меня все. До встречи в новых видео. Пока!